Рассмотрим еще один тип семейства – профили. Но прежде чем мы начнем говорить о том, как создавать семейство профиля, давайте посмотрим вообще, что такое профиль и как с ним работать, как с этим профилем работать. Для того, чтобы активировать команду профиль, необходимо выбрать вид либо 3D, либо фасад. Далее выбрали вид 3D, открываем архитектура, стена, и тогда становится активным два профиля. Профиль выступающий и врезанный. Ну, допустим, возьмем выступающий. Значит, сразу посмотрим, какой тип этого профиля. Изменить тип. И смотрите, профиль может иметь разные варианты профилей. Ну, давайте возьмем из тех, которые здесь есть. Например, ряд кирпича, поставленного на торец. Применить, ОК. И щелкаем дальше по стене, где мы хотим поставить этот профиль. Вот, пожалуйста, видите, появился у нас профиль по размеру в кирпич. И материал мы его тоже можем назначить. Аналогично работает врезанный профиль. Открываем стена, врезанный профиль, смотрим его профиль по умолчанию. Ну, допустим, ряд семейства возьму 9, применить, ОК. И точно так же здесь же щелкаю по стене. И смотрите, вот этот профиль, да, получился врезанный профиль. Но не всегда нам, допустим, нужно такой, который здесь есть по умолчанию. Можно сделать семейство профиля, как выступающего, так и врезанного. Семейство делается как обычно. Открываем файл, создать семейство. И дальше выбираем. Если мы хотим создать выступающий профиль, то выбираем метрическая система, профиль, главный компонент. Открыть. И открылся проект семейства. Это проект семейства. Диспетчер этот относится к семейству. Теперь надо помнить, что если мы хотим сделать выступающий профиль, то надо его сделать справа. Это здесь хост, это хозяин, да, то есть это стена, на которую мы будем крепить профиль выступающий. Мы его должны сделать здесь. Здесь, когда мы открыли опорный уровень, то, смотрите, у нас инструментов здесь всего-навсего есть для создания линейные. То есть мы можем создать только линию, да. И давайте создадим вот эту линию. Но мы какую-то форму создадим профиля. Например, там 20 вверх, 20 сюда. Так, тут создадим 15. Дальше создадим 20 вниз, 20 вправо. Опять 15. И промежуточек заполним там дугой. Вот таким вот образом. Вот такой у нас будет профиль. Далее, все, профиль готов. Теперь мы его должны загрузить в проект. Значит, сохраним изменения. Назовем его, допустим, профиль 20. На 20 на 40. 40 у нас получился. Профиль 20 на 40. Сохранить. Сохранить. Так. И не хочет у нас он сохраняться. Из-за значка, очевидно. Сохранить. Сохранился. Далее, теперь мы открываем стена. Щелкаем по виду 3D. Стена. Мы должны... Вот. Стал активным. Изменить тип. И давайте посмотрим здесь, где профиль, есть ли он у нас или нет. Вот он, профиль 20 на 40. Выбираем, применить ОК.
И далее щелкаем по стене. Теперь давайте ближе подберемся и смотрите. Вот этот профиль, который мы с вами создали. Вот видите, как его удобно делать. Ну, с помощью профиля можно разнообразные элементы делать. Профиль можно, видите, отодвинуть, его сделать на кусочки стены. Можно его поставить вертикально. Можно изменить ему скосы. Вот когда я выбрал профиль, то появились инструменты редактирования. Добавить, удалить стены. Например, добавляем вот эту стену, куда можем мы его, допустим, поставить. Например, вот мы хотим вот этот профиль поставить на вот эту стену. Поставили, да, профиль. Вот он появился. Видите, профиль. Дальше. Профиль врезанный. Как он работает? Можем его поставить по вертикали. Поставим по вертикали. Вот он появился, врезанный профиль. Тот, который стоит по умолчанию. Если мы хотим создать семейство новое, то опять выбираем создать семейство. Выбираем здесь профиль. И профиль у нас здесь есть выемка. Здесь открывается опять проект семейства. Вот эта стена. Нажимаем нажать линейную и сделаем начертить. Мы должны замкнутый контур нашего профиля. Ну, например, вот он будет иметь вот такую форму. Может иметь там замкнутый профиль. Но это получится нечто такое непонятное, да? Мы его лучше так, опять, мы его сделаем вот так. Вот такой профиль. Сохраняем. Ну, мы его будем называть, допустим, профиль 10. Сохранить. И теперь попытаемся его создать. Щелкаем стена, врезанный профиль, изменить тип и выбираем вот здесь семейство профиль 10. Применить. Так. Все линии замкнуты, линии у них не пересекаются. Ну, может быть, так, он не хочет, да? Значит, отмена. Создадим его еще раз. В чем может быть проблема? Проблема может быть в том, что контур не замкнут, да? Контур не замкнут. Вот еще раз берем профиль и опять его начертим. Значит, у нас должна быть вот здесь этот контур замкнут. И лучше его одной линией изображать. Опять загружаем, сохраняем. Ну, пусть он остается семейство 12. Так, и далее. Выбираем архитектура стена, врезанный профиль, тип его, семейство. Посмотрим, видите, вот оно, семейство 12, применить, окей. И смотрите, что произошло с нашим профилем. Ну, я выбрал его готовый и назвал его применить для него другой тип профиля. Вот такой профиль и образовался, да. Видите, образовался такой профиль. Ну, допустим, мне бы захотелось еще поставить профиль врезанный, но по горизонтали. И вот его поставил сюда. Видите, что из этого получилось, да? Вот такое. Ну, интересное, нужное. И видите, как это семейство просто создавать. Иногда бывает, когда делается профиль сам, то можно разместить его, разместить с другой стороны. Ну, то есть неправильно разместить, и он будет не выступать, а врезаться, да? Ну, тогда не беда, можно сделать другой, который будет направлен в другую сторону. Вот так просто делается семейство профилей. Если вы обратили внимание, то там, где мы создаем, есть шаблоны еще для других типов профилей. Точно так же можно создать профиль, который будет, например, иметь другие направляющие в
ограждениях. Да. С помощью таких же профилей создаются траектории, по которым будет, например, создаваться другой тип семейства по сдвигу. Ну и еще есть разные другие возможности, для которых можно использовать данный профиль. На этом на сегодня будет все.